Овны, здравствуйте! Давайте посмотрим, что вас ждет на неделе с 21 по 27 февраля. Мы посмотрим все сферы жизни, важные главные события этой недели для вас. Получим совет от оракула, и у нас будет маятник, который ответит на ваш вопрос, да или нет. Овны, неделя с 21 по 27 февраля. Дом, семья. Что у вас будет происходить? Эмоции, отношения, ситуации. Отношения. Работа, карьера, бизнес. Финансы. Совет. Сюрприз, неожиданность. Овны. Неделю с 21 по 27. Или на чем-то Ленорман сделает вам акцент. Ну, как сюрприз, неожиданность для кого-то, Ленорман сказал получение каких-то важных для вас то ли сообщений, то ли документов, о которых вы очень сильно беспокоились. Это ясность в вопросе, может быть, в оформлении какой-то сделки, или это какая-то важная для вас переписка, или это может быть ответ, который вы долго ждали. Может быть, кто-то получает какой-то сертификат или диплом, может быть, вы оканчиваете институт. Также это может быть заключение сделок. Два человека подписывают какие-то документы. Может быть, это покупка, продажа недвижимости. Ну, смотрите, у вас здесь семерка, мы сейчас ее уточним. Если вы здесь покупаете что-то дорогостоящее, давайте уточним семерку. Да, может быть, она говорит, что ваша продуманная стратегия или ваше умение входить в какие-то закрытые двери и привело к тому, что вы что-то получаете. Но все-таки семерка еще может говорить и об обмане, мошенничестве. Давайте мы проверим. Хотя, вы знаете, у вас может быть здесь получение, например, наследства. Так, давайте семерку уточним. Да, здесь что-то связано с собственностью, окончание какой-то игры. Ну, если вы, например, с родственниками делились по поводу наследства, вы наконец-то этот вопрос решаете. То есть вы получаете то, что принадлежит вам по праву. У кого-то здесь может быть переезд. Но смотрите, покупка недвижимости в виде рыцаря пентаклей может говорить о том, что то ли дом или квартира в не очень хорошем состоянии, то есть она требует еще финансовых вложений. Ну, например, бабушка старенькая там оставила наследство, и вы с кем-то тут разбирались. Эти карты не показали этого. Просто вот семерка говорит о том, что то ли кто-то еще хотел у вас отнять то, что вам принадлежит, то ли вам нужно было вот активно подсуетиться, чтобы этот вопрос решить. Но в любом случае вы получаете... Рыцарь Пентаклей еще может говорить об автомобиле. Или это переезд. Переезд на новое место жительства, но руки вам придется туда приложить вместе с деньгами. У кого-то, может быть, шел бракоразводный процесс. Может быть, вы делились за недвижимость с кем-то. Ну, разводитесь вы и отсуживаете недвижимость. Да, здесь вы получаете. И девятка тоже об этом говорит. Но в любом случае вы собираете какой-то урожай на этой неделе. Вот, может быть, совет повешенный говорит, что вы зашли в тупик в отношениях с кем-то. Вот вам нужно здесь продумать стратегию, план, как вам этот вопрос решить. Может быть, получить у кого-то консультации, но опять же я этого не увидела. Мне думается, что ваши правильные действия к этому приведут. Хорошо. Потому что смерть говорит, что-то заканчивается, какой-то долгий процесс, да, и ну, здесь у вас появляются какие-то финансовые перспективы. Да, у кого-то, знаете, еще что? Получение документов, которые вы долго ждали.
вот как я говорила, какой-то сертификат, диплом, или кто-то может куда-то уезжать на заработки. Может быть, это вообще процесс эмиграции. Но это как вариант, может быть, для кого-то. То есть вы эти, вот ждали вы или приглашения, или официального разрешения, или документов по поводу иммиграции, или, может быть, вы ждали приглашения по работе. Вот какие-то документы, наконец-то, вот ясность появляется в этом вопросе. Это то, о чем вы очень много волновались и беспокоились. Это может быть переезд куда-то далеко, ну, скорее всего, с целью заработка. Ну, или вам работу где-то в другом месте предлагают, и вы всей семьей куда-то уезжаете. Отношения. Но отношения для женщин ложится ваша карта. Ну, конечно, уточним. Для мужчин здесь может быть знакомство или с представительницей вашей же стихии, или, может быть, это независимая женщина, она может заниматься каким-то своим бизнесом, или занимать руководящий пост. Это может быть менеджер, администратор, руководитель. Ну, а для женщин, может быть, карта говорит, что все будет зависеть от вас, от ваших действий. Давайте мы уточним. Да, ну здесь десятка кубков. Смотрите, у кого-то может быть, если вы уже состоите в отношениях, это может быть купля-продажа недвижимости, переезд всей семьей. Кто-то, может быть, из тех, кто в отношениях в браке, в отпуск отправится. У кого-то здесь свадьба или рождение, зачатие малыша. Кто-то получает наследство. А если вы были в поиске, то для мужчин вы можете познакомиться на этой неделе. С этой женщиной у вас будут очень крепкие отношения. Причем здесь будет и поддержка, и любовь, и взаимопонимание. Ну а для женщин карта говорит, что вам нужно предпринимать действия. Может быть, у вас есть уже человек по переписке. Может быть, на этой неделе вы захотите встретиться и поймете, что да, у вас очень много общих интересов. Но здесь можно создать очень крепкие взаимные отношения. Да, хорошие перспективы. Работа. Семерка кубков. Для кого-то карта может показывать, что вы сейчас строите какие-то планы по поводу вашей работы. Может быть, здесь заключение партнерства, каких-то договоров, сделок. Но смотрите, семерка все-таки может говорить об иллюзиях. Она всегда предупреждает, что вас могут обмануть. Или вы можете столкнуться с какими-то ложными обещаниями, договорами. То есть вот по семерке вы чересчур легковерны. Ну, давайте посмотрим. Это вы что-то планируете, продумываете, какие-то новые стратегии, направления. Или вам все-таки что-то обещают. И да, но тройка это может быть какие-то выгодные договоренности. Или может быть здесь еще объединение. То ли вас могут пригласить в какую-то сплоченную команду, или вы можете подтянуть к себе людей. Тут, может быть, еще, знаете, вам пообещали работу, вы ждете. Вот на этой неделе вас могут пригласить на собеседование, и вам нужно будет постараться доказать, что вы показать, да, что вы умеете. То есть, как бы, знаете, по тройке всегда это выгодно себя продать. То есть вы можете и работу получить, и хорошую зарплату. Но вам нужно будет постараться доказать, что вы специалист высокого уровня. То есть карта говорит, если вы о чем-то мечтали, будь то вы уже работаете или вы ищете работу, то может поступить какое-то предложение. Здесь карта всегда сулит на очень выгодные вложения. То есть вот вы вкладываетесь, и это обещает вам хороший урожай. Да, работать придется. Но здесь то ли вы с кем-то объединяетесь, то ли здесь, может быть, появляются какие-то новые возможности, перспективы, но они могут потребовать от вас вложений. Вот карта всегда говорит, что вложения будут успешные. Еще это может быть... Также это, чтобы получить работу, как я сказала, нужно будет пройти какое-то тестирование, то есть вас будут оценивать. Кому-то карта сулит продвижение по карьерной лестнице, если вы уже работаете. Может быть, получить ту должность, о которой вы мечтали. Если вам нужно здесь сдать какой-то проект на этой неделе, то карта говорит, что проект вы сдадите очень даже успешно. Ну и, естественно, получите свой урожай. Ну, а деньги я уже практически все озвучила. Это получение очень хорошей прибыли.
Это решение вопросов с недвижимостью, получение наследства. Это также собрать урожай того, над чем вы трудились. У кого-то здесь могут быть траты на свадьбу, на переезд. Карта говорит, если вы очень много работали, трудились и сейчас на этой неделе получите хороший куш, то обязательно чем-то себя порадуйте. Купите себе то, о чем вы давно мечтали. Благо, что и финансы вам это будут позволять. Вот совет предупреждения повешенный, вот она говорит, если какие-то дела у вас никак не стронутся с мертвой точки, вот может быть что-то связанное или с недвижимостью, или с наследством, то вот по птицам вам нужно или у кого-то получить дельный совет, или проконсультироваться и нанять специалиста. Может быть, если это юридические дела, может быть, это юрист, адвокат. А если это дела с недвижимостью, то, может быть, посоветоваться с риэлтором или, опять же, нанять специалиста. Чтобы выйти из состояния повешенного, чтобы ваши дела начали двигаться вперед. Хорошо, давайте для вас получим, сейчас уберу, получим совет от мадам Индоры. Овны в неделе с 21 по 27. Совет от мадам Индоры. Как совет, этот оракул сообщает вам, что то ли на тонком, то ли на земном плане у вас есть тотемное животное в виде черного кота, который приносит вам удачу. И сейчас на этой неделе у вас произойдет благоприятный поворот событий. То есть у вас закрываются одни двери, открываются другие. Перед вами открываются новые блестящие перспективы. Да, Овны, еще я забыла вам маятник. Маятник, ответьте, пожалуйста, Овнам на неделю с 21 по 27. Ответ на их запрос, да или нет. Ответ да. Ну, теперь уже все. Здравствуйте, тельцы. Давайте посмотрим, что вас ждет на неделе с 21 по 27. Важное и главное событие этой недели. Да, в конце будет маятник. Он вам ответит на вопрос, да или нет. Дом, семья. Что у вас будет происходить? Отношения. Работа, карьера, бизнес. Финансы. Совет, предупреждение, Таро. Сюрприз, неожиданность. Тельцы, неделя с 21 по 27. Или на чем-то Ленорман хочет сделать вам акцент. Да, ну как сюрприз, неожиданность, Ленорман. Для кого-то говорит, что у кого-то из тельцов группа из сердца — это окончание отношений. Вы здесь что-то защищаете, может быть, свою собственность. Ну и в отношениях у вас здесь дьявол. Вы знаете, вот эти карты говорят о расставании и о потере любви, но вот эта вот потеря любви, выход из какой-то борьбы, или, может быть, вы участвовали в любовном треугольнике, это приведет вас к стабильности и исцелению. И в совет предупреждения, скорее всего, здесь была кармическая связь, но у кого-то все-таки нужно будет подавать в суд, может быть, для того, чтобы отстоять свою собственность. Например, меня женщина смотрит, и если вас мужчина втянул в любовный треугольник,
Здесь вам нужно будет биться за то, что вам принадлежит по праву. Конечно, это может быть связано еще с окончанием какой-то работы, причем работа, скорее всего, вам очень нравилась. То ли вы зашли в тупик в каком-то вопросе и сами что-то завершаете, то ли это здесь какие-то придирки, неприятные новости, может быть, предприятие ваше закрывается, или вы под сокращение попали. Так, ну давайте мы уточним отношения. Да, девятка — это карта обороны, но еще это карта, когда человек закрылся. Конечно, это может касаться не только любовных отношений, это может быть разрыв с кем-то из родственников, может быть по поводу каких-то судебно-наследственных дел. Может быть, вы здесь бьетесь за то, что принадлежит вам по праву. Или у вас борьба в вашем доме и в отношениях. Все-таки дьявол. Да? Но дьявол ведь тоже может говорить о каких-то зависимых ситуациях, что в отношениях есть какие-то вот неблагоприятные условия, но это не обязательно отношения любовные. Это могут быть отношения с кем-то из ваших родственников, например. Ну, еще, конечно, это искушение. Ну, давайте посмотрим девятка, о чем говорит у нас. Вот вы понимаете, вот две карты говорят о том, что выход из этих отношений приведет вас к тому, что вы, вот исцеление. Звезда ведь это тоже карта эмоционального и физического восстановления, исцеления. Когда происходит перелом какой-то ситуации, если это касается отношений в любви, в браке, то это даже к лучшему. Вот этот разрыв и окончание этих отношений приводит к тому, что вы обретаете какую-то свободу и надежду. Вы возлагали очень много планов на эту любовь. Может быть, вы состояли с человеком, который не свободен. Может быть, вы даже уже жили вместе. И вы надеялись, что человек наконец-то примет решение. Скорее всего, вы устали просто ждать. У кого-то из семейных, если вы долго боролись с какими-то заболеваниями, здесь может произойти зачатие. Вы узнаете о беременности. Ну, смотрите, здесь относится информация по сюрпризу к одним, может быть, людям, а это совсем у других. Может быть, в отношениях у вас все в порядке. Дьявол показывает, что это ваше страстное желание наконец-то стать родителями. Давайте тогда дьявол уточним. Да, если вы здесь бились за наследство, может быть, вопрос долго не решался, то вот в совет предупреждений карта говорит, если договориться не смогли, подавайте в суд или все-таки нанимайте какого-то специалиста, чтобы этот вопрос разрешить. Но, скорее всего, он затянется. Так, что у нас дьявол? Дьявол — это всякого рода зависимости. Так, дьявол и король жезлов. Ну, для женщин здесь может быть отношения с несвободным человеком. Да, ну, дьявол может показывать, и, кстати, король жезлов — это человек очень сексуальный, потому что отношения, как правило, страстные. Здесь может быть вот именно отношения, ни к чему не обязывающие, но с очень очень хороший интим. Может быть, вы встречаетесь изредка, но вот здесь вот что-то может произойти, и вы эти отношения можете разорвать. А у кого-то наоборот, если вы были в поиске любви, в вашей жизни вот у женщин может появиться король жезлов, или представитель огненной стихии, или человек, который занимается там своим бизнесом, или занимает какой-то руководящий пост. Ну, вообще это лидер. Лидер по своей природе. Может быть, наоборот, здесь появляются любовные отношения, причем на очень долгий срок, стабильные. Это как раз выход из одиночества, да, переходный период. Так, сейчас мы уточним. Да, отношения будут ни к чему не обязывающие, как я и сказала. Встретились, провели хорошо время, секс. Здесь, как правило, всегда говорит, люди друг друга не напрягают. Вам хорошо вместе, может быть, даже вы и не узнаете, женат человек, свободен. Пока что это двойка. Во что она выльется, это уже другая история. Но если вы искали партнера, то вы его найдете. Для мужчин вас может какой-то друг пригласить развлечься. Ну, знаете, по дьяволу и по двойке это может быть даже баня,
с женщинами легкого поведения, ну, удовольствие и развлечение вы получите. Да, давайте уточним работу, потому что у кого-то здесь может быть реально окончание работы, или вы закроете какой-то проект или бизнес. Давайте все-таки уточним. Потому что Паш мечей еще может показывать сбор информации, отслеживание что-то через интернет. Вот эти карты могут показывать и десятка какой-то очень тяжелой или работе, или ноши. Ну, например, вы частный предприниматель, а по десятке вы могли набрать каких-то кредитов, или вы чересчур себя нагрузили ответственностью, может быть, вообще вы занимаетесь своим бизнесом и работаете на себя, да? Но здесь вот какая-то сложная ситуация. То ли у вас вообще постоянно какая-то сложная работа, то ли вот эти 7 дней придется вам поднапрячься. Может быть, для того, чтобы завершить какой-то проект. Ну, например, приходят новости, что вы уже, не новости даже, а небольшой конфликт или замечание, что вы затянули какой-то проект. Вот тогда вам нужно будет вот в эти 7 дней очень много работать, чтобы закрыть этот проект и не выбиться из графика. Кто-то может получить работу, но все-таки Паш говорит о том, что только вам придираться будут, то ли на вас всех собак там навесят, и вам придется не только свою работу выполнять, но еще за кого-то. То ли вы только поступаете, находите работу, к вам начнут придираться, потому что вы не справляетесь. А почему не справляетесь? Потому что у вас еще мало опыта, знаний на том месте, куда вы поступили. Но опять же, это временный период. Может быть, еще, знаете, работа есть, ну вот какой-то коллективчик не очень, или начальник вам придирается. Ну вот что-то такое на этой неделе будет. Тут еще по деньгам какое-то разочарование. Может быть, вот вы надеялись закончить этот проект, но что-то затянулось. Может быть, даже не по вашей вине. И вы можете не получить те деньги, на которые рассчитывали. Или еще, знаете, может карта говорить, что есть у вас сейчас какой-то проект, куда вы хотите вложиться, но пока вы его продумываете. Для тех, кто в поиске работы, может быть, вы уже отчаялись найти источник дохода, то какое-то предложение может поступить. Ну вот, может быть, работа какая-то очень физически сложная. Так, давайте мы эту четверку уточним. Помощь здесь будет. Но здесь вас кто-то поддержит, потому что если вы хотите что-то начать, вот по четверке, да, вот собираете информацию, но десятка говорит, что нет, для хорошего старта нет возможностей. Вот есть какой-то проект, вы хотите туда или вложиться, или его начать. Здесь будет помощь от кого-то, друзья, родные, близкие. Может быть, кому-то одобрят какой-то кредит на развитие. Или вам дадут суду. Ну и еще это может быть, придут какие-то выплаты от государства. Кто-то может получить неожиданную премию или повышение зарплаты. Совет предупреждения у нас ложится старший аркан справедливость. Ну, карта говорит, что на этой неделе вам нужно действовать справедливо, по закону. И если у вас есть какие-то судебные, юридические дела, то, скорее всего, вам нужно или проконсультироваться, или получить у кого-то дельный совет. Если принимаете какие-то важные решения на этой неделе, например, кто-то подает на развод, то карта вам говорит, берите ответственность за это решение на себя. Хорошо, давайте получим для вас совет. Тельцы. Совет на неделю с 21 по 27 от оракула Мадам Дорос. Ага. Тут у нас совет вывалился сам. Так. Смотрите, у нас дракон – это сила и мудрость. То есть вам для того, чтобы решить какой-то важный для вас вопрос или судьбоносный вопрос, вам нужно или проявлять мудрость,
или учесть какого-то сильного врага. Вы сможете то ли подобрать ключ к этому человеку, то ли решить этот вопрос, но опять же, вот как у нас была справедливость, да, может быть, посоветоваться с каким-то мудрым человеком, мудрым или знающим, который обладает какими-то полномочиями. А вот опрометчивые действия на эмоциях могут привести к разрастанию какого-то очень сильного или конфликта, или даже столкновения. Поэтому в важной для вас судьбоносной ситуации или в решении какого-то серьезного вопроса или вам нужно действовать с мудростью, или у кого-то получить поддержку и совет. Но также карта говорит, учтите, есть какой-то враг, который силен. Старайтесь с этим человеком не конфликтовать. Да, вот такой совет для вас. Ну и давайте посмотрим маятник. Маятник, ответь, пожалуйста, тельцам на неделе с 21 по 27 на их вопрос, да или нет. Ответ да. У меня для вас все. Я благодарю вас за просмотр. Хорошей, удачной вам недели. До свидания. Близнецы, приветствую вас. Давайте посмотрим, что вас ждет на неделю 21 по 27 февраля. Главное событие этой недели. Также у нас будет в конце маятник, который ответит на ваш вопрос, да или нет. Так, что ждет близнецов на этой неделе? Дом, семья. Отношения. Работа, карьера, бизнес. Финансы. И совет предупреждения от Таро. Как интересно, да? По финансам двойка, мы сомневаемся. А вам уже говорят, перестаньте сомневаться, но от чего-то вам придется отказаться. Да, двойка перешла в тройку. Ну, сейчас уточним. Сюрприз, неожиданность, близнецы, недели с 21 по 27. Ну, тут у вас какие-то вопросы решаются, финансовые. Поэтому и сомнения. Так, что нам скажет Ленорман для вас? Да, но здесь, скорее всего, по поводу ваших ресурсов. Вы здесь то ли получаете хорошую прибыль, может быть, по работе, может быть, какая-то крупная премия, или вот во что-то вы вкладывались, и сейчас вы получаете хороший урожай. И сразу у вас встает вопрос, может быть, даже по времени, да, что-то связано, тянуть нельзя. Нужно во что-то вложиться, вот, свои ресурсы правильно вложить или использовать. И очень много то ли беспокойства, то ли сомнений. Вот. Куда вложить деньги? Или покупать, не покупать? Тратить, не тратить? Здесь, скорее всего, что-то у вас решается вопрос, может быть, или с недвижимостью, с автомобилем, или с поездкой на заработки. Кто-то из близнецов может приехать, кто-то, наоборот, уезжает куда-то. Также это вопрос с недвижимостью, но, скорее всего, это может быть вот вложиться в недостроенный дом или в недостроенную квартиру. Что-то вы здесь будете выбирать и очень сомневаться, да? Но, скорее всего, это что-то, что потом от вас еще потребует вложений. Ну, например, если квартира, то она без отделки.
Если дом, то может быть также еще новый построен, но нет отделки или может быть какое-то жилье вторичное. То есть оно еще будет требовать от вас вложения рук и финансов. Также это могут быть какие-то важные для вас командировки, поездки по работе. Если это сильное беспокойство, вот колодец вам советует, во-первых, слушать интуицию, во-вторых, вникнуть в суть проблемы и не затягивать с решением этого вопроса. Если вариант выгодный, он может от вас ускользнуть. Ну, а если вы сомневаетесь, во что вложиться, ну, вот как я уже сказала, может быть, по поводу автомобиля или недвижимости, здесь карта говорит, да, какой-то выбор вы сделаете, один вариант выберете, но другой уже от вас уйдет. Да и в то же время тройка-то говорит, не тяните с выбором, а то можете эту возможность упустить. Ну, давайте мы рыцаря Пентаклей уточним. Может быть, кто-то поедет в другую страну или в другой город на заработки. Кто-то, наоборот, приедет с деньгами, и сразу будете думать, куда их вложить, чтобы инфляция их не съела, да? А кто-то решает вопрос вот с жильем, с переездом, прибыль какая-то. Может быть, вы, наоборот, что-то продаете. Да, но тут что-то материальное. То ли здесь страстное желание приобрести, купить, продать, получить свою прибыль. Дьявол может показывать вот искушение, да? Так, сейчас я еще уточню. Так, и король кубков. Ну, для женщин это ваш, может быть, возлюбленный, супруг. Может быть, здесь еще помощь финансовая от близкого человека. Может, все упирается в то, что вы хотите что-то купить, но вам не хватает финансов. Почему сомнения-то? Может быть, есть вариант похуже, подешевле, а есть подороже, но на него не хватает денег. Здесь вам может кто-то помочь. Ну, как правило, это какой-то близкий человек. Для мужчин это может быть ваш или друг, или отец. Кто-то может получить от такого человека предложение куда-то поехать на заработки, например. Сомнения, да, ехать, не ехать. Наверное, поездка все-таки будет от вас требовать каких-то трат. Или уезжать, например, вы семейный, да, как я оставлю семью. Но еще дьявол и король кубков – это человек, который к себе располагает. Но здесь есть дьявол. И в совет ложится тройка. Если вам этот человек что-то будет предлагать по поводу машины, недвижимости, поездки, здесь может быть обман. Так, сейчас еще одну карту. Ну, обмана я здесь не вижу. Нет, здесь предложение о каком-то движении. Это может быть переезд, смена места жительства или поездка, как я говорила, куда-то на заработки. Но в любом случае, если вы что-то здесь покупаете, какие-то сделки у вас происходят, все равно постарайтесь все юридически проверить. Потому что все-таки лег дьявол. Дьявол всегда несет какой-то обман, манипуляции. Это злоупотребление доверием. Или просто карта показывает ваше страстное желание. Так, давайте тогда уточним десятку пентаклей в отношениях. У кого-то здесь может быть решение вопросов с недвижимостью, у кого-то получение наследства. Еще может быть помощь от вашего рода. Вот, как я говорила, может быть от отца. Решить какой-то вопрос, например, или вы куда-то собираетесь уезжать. Тут даже может вопрос стоять для кого-то из близнецов об эмиграции. Может быть, вам финансово поможет семья. Если вы были в поиске, это смена статуса, то есть вы становитесь возлюбленным или возлюбленной. Кто-то решает вопрос жить вместе. У кого-то прибавление в семействе, может быть, известие о беременности. Или уже рождении малыша. Давайте одну карту уточним. Вот, ну тут вот все, что озвучила, да, это любовь, это помощь, это дети, это какие-то приятные новости, это исполнение вашего желания. Ну, практически все, что озвучила. У кого-то вот малыш, то ли известие о беременности, то ли уже рождение малыша. Хорошо, работа. Ну, смотрите, работа у нас девятка пентаклей. Если вы работаете
над своим бизнесом, здесь сбор урожая. То есть человек во что-то вкладывался, очень много работал, и сейчас получает вот этот урожай, плоды своих усилий. То есть вот вкладываемся, вкладываемся, есть отдача, но маленькая. Но по девятке уже вот человек просто расслаблен, бизнес работает как часы. Да, нужно держать руку на пульсе, но уже не нужно столько работать. Это может быть какая-то крупная финансовая прибыль, сдача какого-то проекта, продвижение по карьерной лестнице, хорошая премия. Если вы были в поиске, это получить хорошее место, хорошую работу, ну и, скорее всего, с хорошей оплатой. Также получить какой-то выгодный заказ или поймать удачу за хвост, да? Оказаться в нужном месте в нужное время. То есть вот в бизнесе, в работе, в карьере вас ждет какой-то очень выгодный шанс. Постарайтесь им воспользоваться. Вот почему еще здесь карты говорят, что время будет иметь очень большое значение. Да, иногда она говорит, что вы беспокоились, что что-то затянулось, или вы что-то очень долго ждали. Может быть, вот получить как раз какое-то место. Или наоборот, вам здесь что-то предлагают, и опять же, или посоветуйтесь с кем-то. Но, может быть, вот предложение, и нужно как-то быстро принимать решение. Затянули вопрос, упустили шанс. Давайте мы уточним эту двойку. Или реально есть сомнение, что трудно выбрать из чего-то, вот покупка какая-то, или переезд. Очень много сомнений. Вот я сейчас уеду, а вдруг я там не заработаю, или у меня не получится, или как я оставлю семью. Ну, тут вопросов может быть много. Или, например, вам предлагают во что-то вложиться. Так, у нас еще одна дама. Королева жезлов. Там у нас был король кубков. Здесь вам могут предлагать партнерство, может быть, по бизнесу. Или вам предлагают занять какой-то лидирующий пост. Например, стать там менеджером, руководителем, администратором. А вы сомневаетесь. Боитесь, может быть, не справиться? Так, что у нас здесь королева жезлов? И повешенные. Может быть, сомнение это из-за чего? Повешенный всегда говорит, когда наша жизнь переворачивается с ног на голову. Ну, например, вы всегда работали в офисе, а здесь вам предлагают работу, может быть, связанную с командировками, поездками, переездами. И у вас очень много сомнений. Или вы привыкли кому-то подчиняться, а здесь вам предлагают руководящий пост. То есть вот повешенный всегда говорит вот какие-то перемены. Но тут с деньгами, конечно, может быть, и тут вот как бы королева жезлов, то ли вас показывает, вот женщин, что вам нужно проявить вот эту смекалку, если это какое-то новое начинание, куда вы хотите вложиться, то в любом случае рассмотреть этот вопрос. Тут, может быть, вот какое-то партнерство вам предлагает, и вы сомневаетесь, вложиться, не вложиться, да? Ну, например, если вы вообще без работы, то это выход из сложного положения. Тут какая-то путаница. То есть вот вам нужно будет по деньгам на этой неделе принять какое-то решение. Но при принятии этого решения от чего-то вам придется отказаться. То есть вот есть выбор, но что-то мы принимаем, а что-то от чего-то мы отказываемся. Вот здесь еще карты советуют вам, как и по колодцу, опираться на свою интуицию. Какая-то запутанная здесь ситуация, но в любом случае слушайте свой внутренний голос, обязательно получите от него подсказку. Вот как тройка мечей в совет, она всегда говорит, что нам нужно менять то ли свое мировоззрение, то ли свои мысли, или поменять взгляд на какую-то ситуацию. Это, знаете, когда мы вот этим мечом отсекаем то, что нам больше не нужно, и даем предпочтение чему-то новому. Да, нам очень иногда сложно меняться, но это необходимо, чтобы мы развивались дальше. Еще тройка может говорить об избавлении от каких-то иллюзий, или вам нужно будет на этой неделе принять важное судьбоносное решение. Да, может быть, по двойке трудно, но необходимо. Так, хорошо. Давайте мы еще получим для вас совет от оракула мадам Эндоры. Близнецы.
Потом у нас еще будет с вами маятник. Совет для вас с 21 по 27 февраля. Да, вот у нас там была королева жезлов. Вот видите, здесь песочные часы, и песок сыпется быстро. Вот на этой неделе почему-то для вас время будет иметь очень большое значение. И у этого голема, у него меч. То есть вот вам нужно будет от чего-то отказаться, может быть, даже в угоду чему-то лучшему. Но, как правило, нам очень сложно менять свою жизнь. И если вы на это все-таки решитесь, то вы можете занять позицию короля. Это авторитет, это власть, это влияние. Или здесь помощь и поддержка от какого-то ресурсного человека. У нас там был король кубков, да, может быть, это кто-то, кто выше вас, выше или старше. А голем еще это защита. Это может быть друг или человек, который к вам хорошо относится, защитник. Ну вот что-то связано с тем, что как-то по времени вам нельзя будет тянуть с принятием важного решения. Ну и давайте для близнецов получим ответ от маятника. Маятник, ответь близнецам на период с 21 по 27 февраля на их запрос «да» или «нет». Ответ «да». У меня для вас все. Я желаю вам хорошей, удачной недели. Благодарю за просмотр. До свидания. Здравствуйте, раки. Давайте посмотрим, что вас ожидает на неделе с 21 по 27 февраля. Важные основные события этой недели. Получим для вас подсказки. И в конце будет маятник, который ответит на ваш вопрос, да или нет. Дом, семья. Что у вас будет происходить? Отношения. Работа, карьера, бизнес. Финансы. Совет, предупреждение от Таро. И сюрприз или неожиданность на Ленорман. Или на чем-то он вам сделает акцент. Да, ну здесь вот может быть для мужчин или в отношениях с мужчиной. Но я сначала начну для мужчин, потому что здесь в отношениях ложится ваша карта. В каком-то вопросе вы зашли в тупик. Лабиринт, да, вот вы блуждаете в каком-то лабиринте, и это доставляет вам очень много беспокойства. Тут даже уже назревает депрессия. Может быть, ваши какие-то промахи или ошибки привели к потере ресурсов, например. Ну, ресурсов или финансов. Может быть, семерка. Угу. Смотрите, особенно мужчины раки. Вы можете потерять деньги, вас может кто-то ввести в заблуждение. Вот это мошенничество или обман. Смотрите, если вам предлагают, не знаю, там присылают какое-то сообщение, что вы там что-то выиграли, или что вас куда-то приглашают, или что-то такое еще. Вот лабиринт всегда говорит, видите, здесь несколько людей, да? Забейте этот вопрос или это предложение в интернете. Вы можете воспользоваться отзывами других людей, и они вам помогут избежать каких-то финансовых потерь или мошенников. Но еще лабиринт у нас это какая-то группа людей. Может быть, это работа или семья. Но семья здесь нет, здесь все в порядке.
Может быть, по работе какие-то перестановки или вам что-то предлагают, и вы волнуетесь, получится или нет. Ну вот думается что-то первое, да, воспользоваться опытом других людей и избежать каких-то финансовых потерь. Вот по семерке мечей. То есть на слово не верьте никому и все перепроверяйте. Так, дом, семья, у нас ложится туз кубков. Здесь какие-то у вас приятные, радостные новости, сообщения. У кого-то может быть предложение руки и сердца. Кто-то начинает жить, например, одним домом. Также здесь может быть известие о беременности или исполнение какой-то вашей заветной мечты, но это что-то связано с вашим домом, с семьей или с людьми, которые входят в вашу семью. Конечно, это еще мир, гармония, это наполненность в вашем доме, в вашей семье. Отношения король кубков. Да, для мужчин карта может показывать вас, а для женщин эта карта говорит о том, что то ли мужчина уже готов взять ответственность за семью, это может быть получение предложения руки и сердца. Или, может быть, для мужчины это известие о том, что вы скоро станете отцом. Если вы были в поиске любви, то здесь король с полной чашей любви. Женщины встречают новую любовь, а мужчины сами влюбятся. Но еще в отношениях это может быть помощь от какого-то человека, который к вам очень хорошо относится. Ну, давайте посмотрим. Конечно, это может быть и друг. Так. Да, беспокойство-то по поводу чего у мужчин? Может быть, вам за любовный интерес придется с кем-то еще побороться? Крысы могут говорить, что кто-то претендует на человека, в которого вы влюбились. Может быть, есть конкуренты. Потому что здесь идет какая-то конкурентная борьба. И сомнение победю, да, нет такого слова. Одолею я своего соперника или нет? Так, ну давайте посмотрим еще одну карту. Да, король жезлов здесь. Да, король жезлов – это соперник серьезный. Но так как нам вот показали, скорее всего, еще это продлится. Вот что-то, может быть, вы тут за любимую женщину боретесь с кем-то. А у женщин здесь выбор. Это борьба внутри вас, выбор из двух королей. Это может быть даже супруг и новый возлюбленный. Или вы только познакомились с двумя людьми. Это беспокойство из-за мужчины. Ну, у нас одна карта здесь мужчина. Может быть, это беспокойство из-за двух мужчин. Но выбор это уже хорошо. Вот пятерка может говорить, что вы сейчас боретесь и сомневаетесь, кого из этих двух людей выбрать. Вам совет говорят, пока выбор не делайте. Еще присмотритесь к ним, чтобы не ошибиться. Умеренность – это не карта действия, это карта ожидания. Да, возьмите еще пока время. Пусть все идет так, как есть. А для мужчин, может быть, карта говорит, боритесь-то боритесь, но, наверное, еще нужно время, чтобы этот вопрос разрешился. Тут, скорее всего, все будет зависеть от принятия решения женщины. Да, ну у вас тут страсти в любви. Так, хорошо. Работа. Ну, работа здесь может быть удача в бизнесе, финансовый успех. Также это может быть прохождение каких-то тестов. Например, вы ищете работу, вас приглашают на собеседование. Здесь карта советует вам показать все, что вы умеете. Но это знаете как? Дорого себя продать. То есть постарайтесь, и работу получите, и можете даже хорошую зарплату выбить. Также это продвижение по карьерной лестнице, но опять вас здесь будут оценивать, может быть, выбирать из нескольких претендентов. Да, это может быть даже больше подходит для мужчин и очень много беспокойства. Получу или нет? Может быть, еще пока вам карты советуют, что этот вопрос чуть-чуть затянется. Может быть, он решится, например, на следующей неделе. Еще это может быть, знаете, сдача какого-то проекта и получение своей прибыли. Также карта говорит, то, что вы сейчас вложитесь в ваш бизнес, работу или в проекты, в дальнейшем это все ждет успех. Поэтому сейчас не бойтесь. Так, хорошо, не бойтесь вкладываться, да. Давайте мы вот эту семерку уточним, да, на деньги.
Да, иногда она по деньгам говорит, что, может быть, вы зарабатываете, но доходы свои скрываете. То есть, может, вы работаете, конверт получаете или занимаетесь каким-то своим бизнесом, ну, как бы неофициально. Может быть, это какой-то еще одноразовый, но левый заработок. Ну, а также это, конечно, столкнуться в финансовых вопросах с мошенничеством. Это вот по крысам вы можете потерять какие-то ресурсы. Да. То есть попадете под влияние мошенников и потеряете деньги. Это как, знаете, восьмерка. Это попасть в какие-то стесненные финансовые ситуации. То есть смотрите, да, будьте аккуратнее, никому не доверяйте, особенно деньги никуда не переводите, ничего. Прям забивайте в интернет, и интернет вам покажет, что кто-то уже на такую удочку мог попасться. Или, знаете, еще финансы, да, с финансами трудности. Семерка говорит, хочешь жить, умей вертеться, ищи другие источники дохода, предпринимай какие-то действия. Тем более, если вы без работы, то подавайте, рассылайте свое резюме, и есть шанс получить работу. Так, ну и как бы в совет предупреждения, карта умеренности, говорит, что сейчас не надо предпринимать каких-либо решающих, судьбоносных решений, да, вопросов, ситуаций. Вот сейчас вам нужно ждать что-то, ждать разрешения какой-то ситуации, что-то то, что от вас, скорее всего, не зависит. Потому что есть какие-то обстоятельства, то, что сдерживает развитие так, как вы хотели, или, может быть, какие-то люди вам мешают. То есть вот сейчас карта говорит, плывите по течению, находитесь в зоне вашего комфорта, а нужные обстоятельства, ситуации, люди, это все придет, но, может быть, вот чуть попозже. Если кто-то из раков узнает, что вы в положении беременность, да, то здесь совет, карта говорит, обратите на свое здоровье, размеренный, да, составьте распорядок дня, значит, отдых, работа, больше свежего воздуха, ну и обратите внимание на свое питание. Так, хорошо. Давайте мы для вас получим совет от мадам Индорес. Раки. Совет на период с 21 по 27 февраля. Да, ну, у меня здесь по этим картам несколько советов. Первый — это мужчина, паук, да. Паук плетет свои сети, чтобы заманить туда жертву. И Арлекин говорит, что он носит маску. То есть это, может быть, касается каких-то финансовых вопросов, предложения от мужчины. У него есть скрытые мотивы, которые человек вам не показывает. Но еще здесь по любви, конечно. Вот для мужчин, кто ждет, даже не ждет, а у кого там, может быть, соперничество в любви, карта вам советует проявить, как паук, да, он же сплел паутину и очень долго ждет свою жертву, которая в эту паутину попадет. И он при этом проявляет терпение и сдержанность. Вот чтобы занять в отношениях авторитет, да, авторитет и через дипломатию, не через конфликты и выяснение отношений, а при помощи терпения и ожидания вы можете добиться желаемого. Но вот смотрите, Арлекин еще, помимо того, что он носит маску, он же еще это актер. И он свои истинные чувства, как правило, маскирует. Он может быть веселым, юморить, но под этой маской скрывать свое одиночество и разбитое сердце. Вот вам пока не нужно показывать свои чувства, а ждать. Вот если вы ждете, когда женщина примет решение, то, ну, во всяком случае, то мы смотрим на эту неделю совет, то вам нужно проявить терпение. Женщина должна решить этот вопрос сама. То есть вам не стоит
на нее давить, ну и продавливать соперника. Да, ну такой совет. Ну и давайте мы с вами получим ответ от маятника. Раки. Маятник, ответь, пожалуйста, ракам на неделю с 21 по 27. Ответ на их запрос, да или нет. Ну, пока маятник ответил нет. Ну, нет на этой неделе. У меня для вас все. Я желаю вам хорошей, удачной недели. Благодарю за просмотр. До свидания. Львы, приветствую вас. Давайте посмотрим, что вас ждет на неделе с 21 по 27 февраля. Основные события этой недели для вас. Также мы получим советы, предупреждения. И в конце у нас прогноз будет маятник, который ответит на ваш вопрос, да или нет. Львы, 21-27 февраля. Дом, семья. Что у вас будет происходить? Отношения. Работа, карьера, бизнес. Финансовые вопросы. Совет, предупреждение, Таро. Сюрприз, неожиданность. Львы, неделя с 21 по 27. Или на чем-то Ленорман сделает вам акцент. У кого-то из львов, если были срывы беременностей, вам нужно будет потратиться для того, чтобы забеременеть. Да, вот карты говорят, при помощи специалиста или медицины вы можете узнать о беременности. У кого-то, может быть, уже малыш родится. Все-таки Луна у нас это карта материнства, а змея это исцеление, медицина или какой-то мудрый специалист. Если кто-то собирается начать какой-то новый творческий проект, то карта говорит, что вы можете столкнуться с небольшими трудностями, препятствиями на пути. Змея-то это может быть какие-то неблагоприятные обстоятельства. Вот здесь работа у нас тоже нужно что-то защищать или отстаивать. Или это может быть завистник, соперник, тот, кто вам мешает. Или, может быть, даже человек, который претендует, например, на вашу должность. Или это конкуренты, которые, ну, по змее это могут наносить даже какие-то вам, приносить какие-то вам неприятности. Еще у кого-то могут быть трудности с ребенком. Если ребенок переходного возраста, здесь сложно будет договориться с ним. Карта советует вам проявить материнскую мудрость. Да, вот у него пройдет этот период гормонального всплеска. Ну, сейчас нужно вам просто проявить терпение, любовь, заботу о вашем ребенке. Да, здесь у вас в доме пятерка, да, какие-то разочарования, потери, переживания. Вот карта говорит, если были срывы беременности, то вот потратиться, может быть, знаете, туз это семя, может быть, это даже ЭКО для кого-то. Но ЭКО закрепится, да. Вы потом сможете стать мамочкой. Если это разочарование, трудности с вашим малышом, да, с вашим ребенком, ну, то здесь карта говорит, не отчаивайтесь, не опускайте руки, просто проявите вот эту заботу. Поймите, да, ребенку самому сейчас тяжело справляться с этими гормональными всплесками. Еще, может быть, что-то связано с наследством, на что-то вы рассчитывали, вот какие-то карты вопросов семейных, может быть, с недвижимостью. Это получение наследства, но через потерю, да, то есть человек уходит, но вам оставляет какую-то собственность.
Давайте мы все-таки эту пятерку уточним. Ну вот видите, смерть, да, через уход какого-то человека, получение денег, наследства, недвижимости. Или у кого-то здесь, у кого-то здесь были планы по переезду, может быть, смена места жительства, или кто-то планировал вообще уезжать куда-то в другой город, в другую страну, может быть, на заработки, или даже получение работы где-то за рубежом. Но, скорее всего, не в эти 7 дней. Предложение какое-то поступить может. Но поехать, скорее всего, будет, пока еще есть какие-то преграды. Ну, например, вы семейный, у вас есть дети, вы собираетесь там муж, жена куда-то уезжать, а может быть вот трудности с тем, что не с кем оставить детей. Ну, мало ли какие ситуации. Если это касалось недвижимости, ну тут все равно вопрос-то какой-то решается. Здесь у кого-то из львов может быть то ли соперница, то ли у мужчин, например, новый любовный интерес. Это может быть уход из семьи. Ну, вы могли быть и в браке, а могли быть просто в отношениях и жить вместе. Здесь, я думаю, больше что-то связано с жильем, потому что в отношениях, давайте мы сейчас ее уточним, да, пятерка пентаклей может говорить о трудном финансовом положении или о проблемах в любви, в отношениях, или вообще отсутствии любви, или об отсутствии жилья. То есть как бы вы встречаетесь, а жить вам негде. Даже, может быть, и встречаться-то негде. Давайте уточним пятерку. Да, ну кто-то получает в отношениях в браке известие неприятное, которое вас ранит, о том, что ваш благоверный или благоверная подает на развод. Или вот проблемы со здоровьем в отношениях с кем-то, да, неприятное известие, как я уже озвучила, и какие-то нотариально-наследственные дела. Да, получение подарка, наследства, получение помощи от кого-то. Или знаете еще что может быть? Отношения-то не обязательно любовные. Может быть, вам кто-то был должен. Вот пятерка кубков. Кого-то вы поддержали, друзья, родственники, дали кому-то взаймы, да, человек тянул. Здесь карты говорят, вы уже разочаровались, что человек отдаст сам. Может быть, кто-то подает в суд, чтобы вернуть долг. Но это как вариант. Если вы в поиске по пятерке пентаклей, это одиночество. А паш мечей — это самокритика. То есть вот меня бросили из-за того, что вот я так, там какая-то не такая или не такой. Здесь вам нужно будет просто принять решение, что вас полюбит таким, какая или какой вы есть. То есть это принять решение, искать, ну не искать, да, наверное, искать новые отношения. Здесь вот есть шанс влюбиться, новые отношения, но вот эта змея — это может быть ваше сопротивление, ваша преграда, которую вы ставите между собой и противоположным полом. А вам-то говорят в совет предупреждения, что вы можете обрести счастье в семейной жизни, но для этого перестаньте себя то ли критиковать, то ли еще что-то там. Не мешайте Вселенной познакомить вас с новым партнером. Да, вот как-то так, наверное. Так, работа. Ну вот здесь я говорю, может быть, в реализации каких-то творческих проектов, то ли вам нужно будет учесть свои прошлые ошибки, или вы сами себе мешаете, сопротивляетесь в начале новых проектов. Это, знаете, как вот бояться уже провала изначально. То есть, может быть, уже пытались, не получилось. И теперь вы сами себя блокируете. Или реально у вас есть какой-то или враг, или завистник на работе, который метит на ваше место. Вот здесь карта говорит, вам нужно проявить внимательность, осторожность, чтобы вовремя вступить в бой.
Но у нас в деньгах туз пентаклей. Здесь может быть получение какой-то новой работы, должности, или какая-то хорошая крупная премия, или если вы на себя работаете, это обойти своих соперников, завистников и получить какой-то очень выгодный заказ. Ну, давайте одну карту. Да, ну здесь ваша карта, ну, вы лидер. Тут карта говорит, самое главное, убирайте вот эти, если это сами вы что-то выставили или ваши сомнения. Ну, королева жезлов – это удача в бизнесе, в работе, в карьере. Может быть, вам здесь придется даже занять какой-то руководящий пост, но для этого, я говорю, здесь, скорее всего, есть конкуренты. Или все-таки королева жезла, как правило, это человек, который работает на себя. Да, учтите прошлые промахи, ошибки, воспользуйтесь опытом и не бойтесь, что у вас не получится. Все у вас будет хорошо. Может быть, еще карта говорит, проявите мудрость или проконсультируйтесь со знающим специалистом. Ну, это как вариант. Ну, а в деньгах здесь какой-то шанс больших материальных возможностей. Также это помощь от кого-то, да, это дар. Это могут вернуть долг. И если для кого-то по поводу беременности сложности, это, наоборот, траты на, может быть, ЭКО. Но еще это может быть решение вопросов с недвижимостью или помощь от вашей семьи. Потому что в совет у вас ложится десятка кубков. Это поддержка семьи, это решение вопросов с вашим домом, семьей, детьми. Какие-то радостные новости. Но еще это вопросы по поводу вашего семейного благополучия. А для кого-то это смена статуса. Кто-то решает вопрос пожениться, кто-то узнает о пополнении в семействе, а кто-то знакомится. Но здесь вы сами себе не мешаете. Тогда все будет окей, да. Все будет хорошо. Давайте еще для вас получим совет. Совет для львов на 21-27 февраля от оракула Мадам Эндорос. Посмотрите, даже в совет у вас ложится земля, да, это какие-то материальные вопросы, что-то такое основательное. Но земля еще у нас это то, что рожает, это урожай, это посев семян, это сбор урожая. Звезды – это наши желания, устремления, это наши мечты. Но вот по достижению ваших заветных желаний у вас стоит на пути препятствие. То есть fate has blocking, судьба или рок или фатум блокирует ваш путь. Но, как правило, эта карта говорит о помехах, препятствиях, но они, как вот у нас была змея, да, но они временные. Ну, карты советуют или попробовать другой подход для достижения ваших целей, или все-таки посмотреть на вот эту проблему с другой точки зрения. Может быть, для того, чтобы найти альтернативное решение. Вот такой для вас совет. Ну, давайте посмотрим с вами ответ маятника. Маятник, ответьте, пожалуйста, львам на неделю с 21 по 27 на их запрос «да» или «нет». Ну, пока на этой неделе вопрос нет. Мне для вас все. Я благодарю вас за просмотр. Удачной, хорошей вам недели. До свидания. Девы, приветствую вас. Давайте посмотрим, что вас ждет на неделе с 21 по 27 февраля. Основные важные события этой недели. У нас еще будут советы, предупреждения и маятник в конце. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет.
Дом, семья. Что у вас будет происходить? Отношения. Работа, карьера, бизнес. Финансы. Совет, предупреждение от Таро. Так, сюрприз, неожиданность. Делай неделю с 21 по 27 или на чем-то Ленорман сделает вам акцент. Да, ну смотрите, Ленорман предупреждает то ли по поводу работы. Здесь вот у вас еще тройка мечей ложится. Это тоже ведь карта или потери работы, или потери какой-то важной для вас договоренности, контракта или заказа. Вы очень сильно по поводу этого беспокоитесь. Или кто-то из дев сейчас на этой неделе закрывает что-то, не знаю, может быть, вы принимаете решение уходить с работы и волнуетесь, получите или нет вы новую работу. Или вам уже что-то могли пообещать, из-за чего вы здесь или уходите с работы, или закрываете бизнес. Но вот в совет предупреждения карта ложится, это присоединиться к какому-то сообществу, да, это может быть крупное какой-то бизнес или государственная структура. Ваше беспокойство, в принципе, беспочвенное, потому что договор вы этот заключите. Скорее всего, это просто ваши переживания. Но через какие-то потери, я говорю, от чего-то откажетесь, но получите какое-то совсем другое предложение. Мы сейчас уточним. Может быть, это как раз и связано и с финансами. Конечно, иногда крысы говорят о каком-то ущербе, потере, но, как правило, вместе с клевером это вот совсем минимизировать какие-то потери. Но вот я говорю, через эти потери вы получаете что-то более лучшее. Конечно, это может касаться беспокойства по поводу предложения руки и сердца. Да? Потому что здесь у нас ложится дом, семья, туз кубков. Это может быть предложение руки и сердца, заключение, да, вступление в брак. Может быть, переживание по поводу того, что хочется и красивую свадьбу, и куда-то поехать. Но вот проблемы, например, с финансами. Здесь будет поддержка от семьи, ну, от рода. Также в доме, в семье какие-то радостные новости. Может быть, зачатие, рождение малыша. Может быть, какие-то дела, связанные там с недвижимостью, покупка, продажа, заключение договора. Да, может быть, еще по крысам. Вы или беспокоились, получится или не получится заключить эту сделку, или хотели, может быть, поторговаться, но, скорее всего, люди не пошли на уступки. Или вы что-то продавали, например, и опять же, пришлось уступить, ну, как вариант. Но в любом случае для вас это очень выгодное заключение сделки. Еще, конечно, туз кубков показывает в вашем доме, в семье, это мир, гармония, хорошие отношения. Если с кем-то были в ссоре, то обязательно помиритесь. Ну, вообще карта наполнения, да, полная чаша. Дом, полная чаша. Хорошо. Отношения. У кого-то переезд, ну, как я и говорила. Это смена места жительства. У кого-то может быть какая-то поездка. Ну, например, свадьба и свадебное путешествие. А кто-то, может быть, из семейных дев собирается в эмиграцию. Тоже очень волновались. Заключение договора. Может быть, это получение работы где-то, вот, десятка пентаклей, это комьюнити, да, это в какой-то другой стране. Это собираться в дорогу. Да, страшно, да, переживаете, может быть, переживаете, получу, не получу, но вот здесь уже солнышко встает на горизонте. То есть, может быть, какие-то новости уже придут.
Если вы были в поиске, здесь будет знакомство. Да, мужчины будут сами покорять какие-то вершины, а женщины могут познакомиться с рыцарем жезлов. Да, отношения будут страстные, бурно развиваться. Здесь будет очень сильное такое сексуальное влечение. Может быть, это знакомство в дороге, или, может быть, человек к вам приедет в город, может быть, командировочный, или вы куда-то поедете, там познакомитесь. То есть карта всегда предвещает нового страстного любовника. Да, это идеальный партнер, но, вы знаете, он не любит быстрые цели. Ему нужно вот горы, дракон, он любит препятствия. Когда цель быстро сдается, он моментально к ней охладевает и начинает искать новые вершины. Поэтому знакомство произойдет, но во что они выльются, пока неизвестно. Да, для мужчин, кстати, это тоже касается. Это тоже дама-завоеватель. Или все-таки вы будете покорять какую-то неприступную крепость? Работа, вот давайте мы уточним эту тройку. Да, как правило, это завершение работы, это увольнение, или это крах каких-то проектов, или сами вы что-то закрываете. Но реально вы можете получить какое-то более выгодное предложение. Может быть, вот для тех, кто собирается куда-то уезжать, это вот уйти с работы для того, чтобы куда-то уехать. Да, какие-то новые перспективы. Здесь вам карта говорит, взвесьте все за и против. Что вам выгоднее? Оставаться на старой работе или звезды, да, это какие-то дальние перспективы? Или все-таки это вот переезд куда-то далеко и реализация как специалиста там? Еще вам могут предложить присоединиться к какому-то проекту. Ну, в принципе, я уже это все озвучила, да, но отказаться от чего-то другого. Да, здесь карта говорит, взвесьте, если реально здесь и по деньгам, и по перспективам лучше, то вы соглашайтесь. Потому что звезды — это перспективы, это прекрасные возможности для реализации. Может быть, даже это что-то связано с интернетом. Или это может быть что-то связано с эзотерикой, с астрологией. Ну, вот что-то такое. Изучать звезды. Ну, как вариант. Так, ну финансы здесь какие-то переживания, страхи. Это когда мы, может быть, теряем работу или меняем работу, или есть у нас какие-то там платы, кредиты, ипотеки, и мы не знаем, вот мы работу меняем, да, поменяю я работу, вдруг мне не пойдет, а чем я буду свои обычные платежи. Ну, здесь как бы в совет говорят, что вот семья, близкие вас поддержат. То ли финансово, то ли каким-то, может быть, советом, или удачный шанс так сложится. Потому что тут крыса и девятка, да, это очень много переживаний, это депрессия, страхи, страхи потерь. Но нам же сказали, что какой-то договор вы заключите. Давайте одну карту. Получится у вас все. Да, проявляйте внимательность, осторожность. Учтите свои старые ошибки по поводу финансов. Но еще это сопротивляться каким-то переменам, это уже изначально бояться провала. Если у вас есть какие-то кредиты, и на вас наседают уже, звонят там из банков или, не дай бог, конечно, какие-то судебные приставы, то опять здесь карта говорит, надейтесь на свою семью. Нет, здесь бояться каких-то перемен. Да, сопротивляться, бояться. Ну, смерть всегда несет или смену места жительства, или, может быть, даже смену страны, или смену работы и источника дохода. Это просто ваши переживания по поводу, может быть, переезда или каких-то договоров, сделок. Ну, это мы уже с вами рассматривали. Ну, и карта говорит, есть люди, которые вас поддержат. А если это переезд в другое комьюнити, в другую страну, то вы там добьетесь финансовой независимости, благополучия, процветания. Так, давайте получим для вас совет. Девы. Совет с 21 по 27 февраля от оракула Мадам Индорос. И потом у нас еще будет с вами маятник.
Талисман еще, ключ. Ну, ключ у нас это решение вопросов, это открытие каких-то дверей, но это, как правило, что-то очень важное или судьбоносное. Карта вам советует следовать за своей интуицией, доверьтесь сейчас судьбе, слушайте свой внутренний голос, и талисман говорит, что вы добьетесь желаемого на этой неделе, потому что вам будет сопутствовать удача, но через свою интуицию и восприятие жизни. Да. Какой-то важный вопрос на этой неделе вы решите. Хорошо, ну давайте посмотрим с вами совет, не совет, а ответ маятника. Маятник, ответь, пожалуйста, девам на их запрос «да» или «нет» на неделю с 21 по 27 февраля. Ответ «да», но видите, как он качается? Маятник говорит вам, убирайте сомнения, все у вас получится. У меня для вас все. Я желаю вам хорошей, удачной недели. Благодарю за просмотр. До свидания.